Всем привет! Вы опять со мной, с вашим вдохновительным порядком. Сегодня тема нашего разговора – это мотивация на расхламление на примере моих чемоданов и моих мыслей во время вот этого всего. Итак, первое, что я вам хочу показать, это мой чемодан. Вернее, это наш чемодан, который мы привезли в отпуск вместе с мужем, так как мы ехали на машине. Оставайся со мной, у меня самый главный хук. Самое главное, будет интересная новость, чем же мы заменили те вещи, которые могли бы купить еще здесь в отпуске. Здесь, в Венгрии, чем мы заменили эти вещи. Вот этот чемодан мы решили взять только потому, что у нас была машина с собой, мы на машине приехали, значит, часть чемодана вообще должна была быть у мужа, но у мужа вообще он минималист, вот там вот кресло, и вот это вот практически все его вещи, которые он брал с собой, ну там еще из обуви что-то. И я вам просто покажу, помните, я вам показывала свои 55 вещей, которые я взяла и выбрала. Так вот, из 55 вещей я взяла сюда, допустим, в эту половину чемодана вещи складывала, которые я носила. Вот, вы видите даже мое платьице, оно носибельное. Вот эту рубашечку, потом вот несколько шорт, верхи, там все вот это вот на этой стороне чемодана, все носибельное. Но, несмотря на то, что я начала свой путь к расхламлению, у меня организовалась вот этот кусок чемодана, в котором лежат вещи, которые я не надела. Вот это вот платье один раз единственное надела, но это можно было как положить его туда, где я не надевала. Вот посмотрите, сколько у меня вещей. Из тех 55, которые у меня были в шкафу и которые я все-таки взяла с собой, я их не надевала. В этот же чемодан попали пару спортивных вещей, которые не вошли в те 55, но здесь вот просто полная половина чемодана, который я за неделю даже не надевала. То есть я организовала свой гардероб так, что я, в принципе, носибельные капсулы носила только те. Это как главное правило при расхламлении. Зачем начать расхламление? Для того, чтобы вот это вот в следующий раз просто даже не поехало с тобой. То есть мне нужно сейчас концентрироваться, когда я буду выкладывать все эти вещи. Еще раз возможно сделать фото. Первое правило при расхламлении, когда учите мотивация для вас, то, что вы носите носибельное в вашем отпуске, фотографируйте и носите снова. Это было первое. Значит, что еще, о чем я хотела поговорить? Самое главное в отпуске у меня это не покупать новый хлам. Не покупать новый хлам, это, в принципе, было всегда очень большой проблемой у меня, потому что я очень много привозила всякой одежды из отпусков. Да, я привозила и много хорошей одежды. Вот, например, чудесные шортики, в которых я хожу из Норвегии. У меня их даже 2 пары, я их носила не снимая. У меня есть черный, синий. Но, например, здесь я зашла в несколько магазинов, историю по сегодня расскажу. Я прям могу похлопать себя по плечу, какая я гордая сегодня. Зашли мы в магазин, мне хотелось такой, знаете, не вот такой, который дают в отелях, халатик, а который можно хорошо складывать и надевать после озера или после бассейна. Ну, короткий такой и немножко из другого материала, который быстро сохнет. И когда мы сейчас шли сегодня в магазин, ну там, где, конечно, все для туристов, мы спросили цену, и при всей нашей финансовой хорошей стабильной ситуации мы немножко выпали в осадок, конечно, для туристов. Они немножко свирепствуют здесь с этими ценами. И когда мне назвали цену в 200 евро за халатик, я сказала, вы знаете, я решила вообще лучше без халатика побыть. Потому что и 10%, и это какая-то новая коллекция, как она назвала. И после всего того, что я выкинула, купить еще вот этот халатик, который, во-первых, стоит таких денег, во-вторых, он мне как-то и не так сильно-то и нужен, я подумала. Вот так вот дает это расхламление, это чувство, что некоторые вещи тебе и как бы и не нужны. Вот. Так что неизвестно, будет ли у меня этот халатик вообще. И я, выходя из магазина, это просто вам как фишка, я просто в Google нажала, посмотрела, сколько такие халатики стоят у нас в Германии. Оказалось, халатики-то у нас и стоят эти 25-30 евро. То есть мне зачем там в отпуске покупать за супер дорогое, где туристы покупают. А вот вам мотивация на расхламление. Расхламляйте, вам никогда не нужны будут никакие вещи там, где туристы покупают. Итак, и сейчас следующая, третья мотивация на расхламление, чего я еще тоже раньше очень часто делала в отпусках. Это я брала какие-то вещи из отелей. Ну, например... Вот
такие чудесные тапочки. Они не поедут с нами. Они точно не поедут с нами. Я их здесь оставлю. И мужу тапочки, и свои тапочки. Они нам, как говорится, нафиг нужны. Потом вы помните вот эти вот одноразовые, я говорила в своих видео, я себе дала просто слово их не брать с собой. Никогда больше в жизни, потому что они собираются. И потом это просто мусор в шкафчиках у тебя дома. И я им практически никогда не пользуюсь. Особенно вот если там какие-то, ну, закрытым что-то там, или какие-то для ушей, или что-то такое. Да, многие могут сказать, если летаешь с маленьким чемоданчиком, тебе нужно. Но сейчас во всех отелях, практически везде, где ты сейчас ночуешь, уже есть такое. И незачем еще вот это тащить, вот это вот все одноразовое с собой незачем. Вот, это... Мотивация на расслабление. Не берите с собой новое барахло. Мы, не покупаем новое барахло, мы не берем из отеля никакое новое барахло в принципе. Это как самое главное. Ну, а еще, что стоит вместо того, что мы раньше делали, ходили по магазинам, ну, пойдем там немножечко погуляем, в городе там зайдем туда-сюда. Чем мы занимаемся сейчас? Мое любимое – это разговаривать. Вы не представляете за эту неделю, со сколькими людьми мы познакомились здесь, в городе Хевисе. И сколько важной, интересной информации мы узнали от этих людей. Это просто необъемно. Это просто даже невозможно сравнить с теми эмоциями, с какими новыми людьми мы познакомились, с какими новыми, что-то новое узнали у них. Это не сравнить с теми эмоциями, которыми я раньше получала в этих магазинах, как говорится. Ну, я думала, что я их получала. Так что, пожалуйста, мотивация на расслабление такое. Как только вы начнете что-то дома выкидывать, что-то там убирать, и вы начнете смотреть на ваши вообще шаги, которые вы делаете, например, когда вы, ну, вообще новые вещи как-то к вам попадают, вы сразу поймете вот это, вот как я вам показала, вот, например, чемоданы, да, я поняла, что я очень много набрала вещей все равно, которыми я не пользовалась. Если бы я летела на самолете, понятное дело, он был бы вообще совершенно маленький, и там бы я уже вот из этого, даже вот из того, что я носила, я бы носила бы вообще половина только еще было бы, еще меньше всего. То есть тут можно еще уменьшать. Вот. И плюс, конечно же, я бы не брала какие-то еще вещи. И что еще? Основная фишка, которую я делаю в отпусках, ну, простите меня, скажут, вы загрязняете окружающую среду, но, по-моему, все равно, где я выкину эти свои старые протертые носки, здесь, в Венгрии, в мусорку, или в Германии. Если они уже старые, протертые до дыр, то я их могу с чистой совестью и здесь выкинуть. И также там какое-то, например, белье, я какой-то нашла, не знаю, платок. А потом у меня есть несколько старых кремов, которых я думала, я допользуюсь. Помните, как иногда бывает, берешь, допользуюсь. Слушайте, вот это допользуюсь, оно уже такого плохого качества. Некоторые кремы даже уже невозможно нормально на кожу накладывать. Так что некоторые вещи можно было и дома выкинуть. Вот какую-то старую я такую брала, допользоваться. Но я ни одного раза не пользовалась, то есть она тоже в мусорку полетит. Вот это барахло, которое я, в принципе, с собой тоже набрала, потому что ехали на машине, не знаю зачем. Ну, оно мне дает сейчас как внимание на это, я фокусируюсь, что это было бесполезно вообще брать, допользоваться. То есть я им даже не допользовалась здесь, потому что я, когда на отпуске, вообще очень мало пользуюсь косметикой, в принципе. Если там только что-то от солнца или там что-то там на лицо, например, допользоваться, вот это вот незачем. Я могу даже помадой немножко на какой-то блеск нанести, что-то такое на лицо, и мне этого, в принципе, хватает. Когда отдохнувший человек, загорелый, там уже, как говорится, все природой сделано. Вот так вот. Это была моя мотивация на расслабление. Возможно, что-то вам и пригодится. Может быть, и вам и стоит начать расслабление и посмотреть вот одно из моих таких видео. И вам, может быть, что-нибудь пригодится. Таким, знаете, критичным взглядом на все это взглянуть. А сейчас вот этот хук, который я вам рассказывала в начале. Чем заменить вот это все, что раньше я называла, ну, такое, надо чем-то себя порадовать. Ну, знаете, когда было мое день рождения, 55 лет, муж подарил мне подарок, который мне не подошел. Ну, какое-то кольцо купил, которое не подошло мне по размеру. Я-то, в принципе, не сильно обиделась, потому что я хорошо знаю своего мужа, он старался, но получилось как всегда, как я говорю. Ну, ничего страшного. Вот, он мне подарит что-то в другое время, что-то другое. Ну и тут, когда подвернулась под руку какая-то рекламная проспект, и мы решили, конечно же, что-то лучше вместо такого шопинга, на который я раньше тратила не просто
такую очень большую сумму денег. Давайте так скажу честно, от 200 евро, ну вот так за неделю и выше я могла потратить, и для меня это было абсолютно нормально. Вот, в этот раз мы решили, вот я просто вот хлопаю себе по одному, по второму плечу, я ничего не купила, ни с какого магазина одежды, и муж так говорит: слушай, а давай покатаемся на воздушном шаре. И вы знаете, мы покатались. Такая это классная вещь, это такое незабываемое впечатление, но я подумала, вот за счет этих покупок, которых я, в принципе, бы накупила себе, не знаю зачем, да, и было бы валялось потом все равно, которым не нужна большая часть этих вещей. И я вот получила такие прекрасные впечатления там. Я оставлю или фотографию вам, или посмотрю, как я это смонтирую видео, может быть, что-то вставлю в это видео, может быть, просто фото в своих постах вы увидите, как мы там катались и что там было, я напишу. Знаете, меняйте вот это все, вот это барахло, которое мы покупаем иногда, на впечатление. Это самое интересное и самое главное в жизни. Это был опять ваш минималист, который учится жить по-другому. Всем пока!